Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков, юрист. Сегодня уже это второй эфир. Почему вдруг я начал еще один эфир сегодня? Время есть, поэтому, конечно, можно и пообщаться со своими зрителями. Дело в том, что вот тот процесс, судебный процесс, который сегодня идет по убийству Ирины Фарион, он, конечно, касается не только Вячеслава Зинченко, не только группы поддержки Вячеслава Зинченко, не только родителей Вячеслава Зинченко и не только потерпевшую сторону. Фактически можно сказать, что этот процесс об убийстве Ирины Фарион касается практически каждого гражданина Украины. И в том числе и меня. Поэтому, конечно, вот уже на моем канале 2000 подписчиков, и действительно вот такая аудитория, она уже в состоянии служить вот тем сообществом, которое будет воспринимать, или не воспринимать ту идеологию, которую вот сегодня или прямо сейчас я постараюсь вам изложить. Идеология касается самоидентификации граждан Украины, но не всех, а русскоговорящих. Конечно, русскоговорящие граждане Украины, они тоже полноправные граждане Украины, но так получается, что современная политическая доктрина, она отказывает русскоговорящим гражданам Украины в положительной патриотической самоидентификации. Почему? Во-первых, как вы знаете, перед войной Путин написал псевдоисторический опус о том, что как будто бы россияне и украинцы, это один народ. Вот. Это вызвало сопротивление, идеологическое сопротивление, в том числе и у меня. Я оспаривал этот тезис, то есть не соглашался с Путиным и понимал, что вот эта идеология, она вполне так реальна. Идеология одного народа, она преследует цель захвата украинской территории, то есть цель ликвидации украинской государственности. И основание или обоснование такой вот цели для Путина идея одного народа. Один народ по-путински – это русские. А русские – это, опять же, по-путински, это те люди, государственность которых, предков которых, возникла с возникновением русского государства. Но с русским государством не все так гладко или не все так просто, как это хочет Путин, или как об этом рассуждала в свое время Ирина Фарион.
Русская государственность, ну, по идее российской, путинской идее, можно сказать, что это идея ФСБшная, это государство, которое зародилось в Новгороде. Новгородцы призвали Рюрика, Синеуса и Тревора. Это произошло в 862 году. Рюрик сел в Новгороде, кто-то там в Белоозере, кто-то там еще где-то, третий брат. Ну и в конце концов, значит, вот они основали там русскую землю. Это еще не территория Украины, как мы понимаем, но уже можно сказать, что вот это призвание новгородцами, а Новгород был республикой, то есть там органом управления было Вече, народное Вече, вот они призвали вот эту Русь. Это теория, это история. Ну, так это или не так, во всяком случае, пока примем, что это действительно так. Итак, 9 век, 862 год. Затем, если мы начнем читать «Повесть временных лет», ну, это источник, который заслуживает доверия или не заслуживает доверия, но во всяком случае он включен в какие-то учебники исторические, ну, наверное, в том числе и учебники по истории Украины. Так вот, уже через 20 лет, то есть после 862 года, как пишет «Повесть временных лет» Нестора Летописца, в 882 году Олег, русский князь Олег, после смерти Рюрика подошел к Киеву. Опять же, вы понимаете, что это 9 век. Так вот, в 880 году Олег пришел к Киеву. Ну, он пришел не как завоеватель, вернее, пришел как завоеватель, но держал свою миссию или свой план в тайне. Он притворился купцом. Затем он узнал, что в Киеве правит Аскольд, пригласил Аскольда к себе на корабль, сказал, что Аскольд и он родственники, и Аскольд, придя на этот корабль, узнал от Олега, что он не княжеского рода. Олег показал Аскольду Игоря, малолетнего сына Рюрика, сказал, что вот Игорь княжеского рода, Аскольд не княжеского рода, и убил Аскольда. До сих пор в Киеве есть место, которое называется Аскольдова могила. Ну, можно считать, что это какое-то подтверждение вот того события, которое произошло в 882 году, то есть в 9 веке. Что было дальше? Дальше было то, о чем в учебниках истории мало пишут. То есть они это как бы пропускают. Но вот то, что было после убийства Аскольда, оно тоже заслуживает нашего внимания. Ну, потому что оно связано с самоидентификацией государственности. Так вот, значит, дальше, как пишут учебники истории, как повествует «Повесть временных лет», Олег назвал Киев матерью городов русских. Вот. Ну, а дальше вот вообще провал.
Но если мы вчитаемся в повесть временных лет, то мы обязательно там найдем, что делал Олег потом, после того, как убил Аскольда, назвал Киев матерью городов русских. Олег начал спрашивать местное население. Вы там это найдете, если захотите, в повести временных лет. Начал спрашивать, кому дань платить. И народ в простоте душевной, киевский народ и народ всех окрестных земель отвечал хазарам. На что Олег отвечал: не платите хазарам, а давайте мне. Вот что означает вот такое развитие событий или этот диалог. О чем говорит он? Дань платите хазарам. Это значит, что местное население, в том числе и киевляне, они платили дань хазарам. Хазарская дань была признаком оккупации. Поэтому, как оккупантам, киевляне и жители окрестных земель платили дань своим оккупантам. И вдруг Олег, убив Аскольда, не освободил киевлян от уплаты дани, а сказал: вы платили дань хазарам, теперь платите мне. Это означает, что никакого освобождения, никакого автохтонного русского населения в IX веке еще на территории Киева и прилежащих территориях не было. То есть киевляне начали платить Руси во главе с Олегом такую же дань, какую они платили предыдущим своим оккупантам хазарам. Ну и события развивались дальше и дальше, то есть Олег захватывал все новые и новые земли и облагал их дань. В конце концов подрос Игорь, который был княжеского рода. Игорь женился на Ольге, которая стала княгиней. И тоже вот этот Игорь продолжал собирать дань с оккупированных Русью киевских земель и окрестных. Мало того, Игорь не просто собирал дань, а он однажды даже попробовал собрать дань повторно. Ну, представляете, да, что хазары собирали дань раз в году, у них были там книги учета дани. Вот такие же книги велись и Руси. И вот однажды, собрав дань в году, Игорь возвратился из неудачного похода и решил собрать дань повторно. Он направился в Искоростень, ну это современный Коростень Житомирской области, в землю древлянскую, и начал повторный сбор дани. Ну, такое поведение нового оккупанта Руси, русского князя Игоря, не понравилось древлянам. Древляне схватили Игоря и решили его казнить. Они привязали русского князя Игоря к верхушкам склоненных берез и отпустили эти верхушки. Игорь был
четвертован, ритуально убит за повторный сбор дани. Ну, потом, как вы знаете, его жена, ставшая вдовой, княгиня Ольга, решила жестоко отомстить древлянам. Ну и начала свою месть. Но что вот означают вот эти вот события? Они говорят, что Киевская земля и прилежащие территории никогда не были русской землей. Русь появилась на территории Киева и в ближайших городах только в IX веке, в 882 году. Я так рассказываю подробно, чтобы ничего не осталось как бы непонятым. И если вот задуматься над вот этим повествованием, то можно прийти к выводу, что те люди, которые жили в Киеве, которые платили дань хазарам, не были хазарами. Потом эти же люди были реоккупированы Русью, ну то есть поскольку стали платить ту же дань Руси, в 882 году. И нужно сказать, что это означает, что люди, платившие дань Руси, не были Русью. Кем же были эти люди? Это закономерный вопрос. Учебники истории говорят, что Русь там была всегда. Неправда. Как же была всегда, если вначале люди платили дань хазарам, оккупантам, а потом начали платить Руси. Если бы они были Русью, стали бы они платить сами себе дань. Ну, нонсенс. Но, тем не менее, такая идеология прописана в учебниках истории российских и украинских. Вот такой как бы кульбит там содержится. Но для меня, так сказать, вопрос этот остается открытым или оставался открытым. Я начал свое исследование и в конце концов задался вопросом, а сколько лет, сколько времени продолжалась хазарская оккупация Киева и прилежащих территорий. И как оказалось в результате этих моих исследований, хазарская оккупация этих территорий продолжалась 200 лет, то есть 2 века. С 662 примерно года, это 7 век, да, по 882 год, по 9 век. Это была хазарская оккупация. Теперь, что касается идеологии, которая продвигалась филологом, убитой уже нынче Ириной Фарион. Эта идеология, ну, она прослеживается в ее блогах, в ее выступлениях. Я следил за развитием мысли Ирины Фарион и в конце концов решил обратиться к первоисточнику. Первоисточник – это ее докторская диссертация, доктора филологических наук, которую она защитила в 2015 году. Вот я взял текст этой диссертации и буквально прочитал эту диссертацию от начала и до конца. Ну, что касается филологии, там есть свои нюансы, но эта филология в диссертации Ирины Фарион
перемежается с историей. Так вот, для себя я взял оттуда две идеи, которые продвигала Ирина Фарион. Первая идея – это то, что украинский язык произошел от староукраинского языка, а староукраинский язык имеет оригинальное название руська мова. И вот Ирина Фарион в своей диссертации сообщает, что руська мова или староукраинский язык, от которого произошел современный украинский язык, это язык племени Русь. Но вот здесь вот интересно. Если это действительно так, с чем можно поспорить, конечно, но предположим, что Ирина Фарион права, и что староукраинский язык – это язык племени Русь. Но Русь, как мы только что с вами выяснили, появилась в Киеве как реоккупант только в IX веке, в 882 году. И что получается? Что вот этот вот языковый вопрос, который на сегодня имеет огромнейшее значение для украинцев, которые не знают, каким образом относиться к языковому двуязычию. То есть украинский язык государственный, есть русский язык, который, согласно 10 статье Конституции, имеет статус свободно используемого языка. Как относиться вот к этому моменту? Ну, предположим, что руська мова или староукраинский язык – это язык племени Русь. Но Русь пришла в Киев в IX веке и не освободила людей, проживавших на территории Киева, от дани хазарской, от оккупации, а фактически реоккупировала эту территорию Киева и прилежащих земель. То есть Олег сказал: не платите хазарам, а давайте мне. Это означает, что Русь в IX веке пришла в Киев как реоккупант. Ну и естественно, что если языком Руси была руська мова или староукраинский язык, то эта Русь пришла к Киеву со своим языком. Какой же народ проживал в Киеве до прихода Руси? И на каком языке этот народ разговаривал? Ясно, что это была не Русь. И вот если начать изучение еще глубже в историю киевских земель, то есть IX век – это приход Руси, реоккупация Киева, 200 лет хазарского ига. И оказывается, что в VII веке на территории Киева, в Поднепровье, Приазовье, в Крыму, на Дону и на Кубани было образовано первое христианское государство на территории Украины, которое называется Великая Болгария. В письменных источниках об этом очень много упоминается. Если вы
будете искать, погуглите, то вы найдете. Великая Болгария. 7 век, образование 632 год, хазарская оккупация 675 год, где-то примерно. 50 лет просуществовало это государство. Но, тем не менее, это было первое христианское государство на территории Украины. Учебники истории, российские и украинские, говорят, что христианизация или первое христианское государство на территории Украины связано с Русью, с крещением Руси Владимиром в X веке. Но, оказывается, это ложь. Первое христианское государство на территории Украины – это Великая Болгария. Киев, Поднепровье, Приазовье, Крым, Дон и Кубань. 7 век. Лидер этой державы, Кубрат, похоронен на территории Украины. Многие этого не знают, но это действительно так. Полтавская область, Новосанжарский район, село Малая Перещепин. Там стоит памятный знак владетелю Великой Болгарии от благодарных потомков болгар и украинцев. И на памятной стеле выгравирован знак рода Дула. Ну, такой двузубец с двумя боковыми такими линиями. Это знак рода Дула. Обнаружено захоронение Кубрата в 1913 году. Это была богатейшая находка. Там нашли 25 килограмм золотых артефактов и 50 килограмм серебряных артефактов, которые были извлечены и перевезены в Санкт-Петербург. Сегодня любой из вас может войти в онлайн в экспозицию Эрмитажа и увидеть там все то, что найдено в Полтавской области под названием Перещепинский клад. Среди артефактов обнаружены 3 перстня. Один перстень с номограммой Кубрат, второй Кубрат Патриций, номограмма, надпись, и третий Органа Патриций. Титул Патриция означает, что власть Кубрата на территории Великой Болгарии была признана христианской Византией. То есть Кубрат был с точки зрения христианской государственности законным правителем территории Великой Болгарии. Киев, Поднепровье, Приазовье, Дон и Кубань. И если это была Великая Болгария, то понятно, что народ, который проживал на этой территории, это болгары. И говорили эти болгары на староболгарском языке, который мы с вами еще знаем под названием церковнославянский язык. Вот жили себе болгары, вот они образовали свое независимое христианское государство, разговаривали они на староболгарском языке, потом пришли хазары,
оккупировали эту территорию, а потом пришла Русь и реоккупировала эту территорию. В диссертации Ирины Фарион мы тоже найдем следы вот этого процесса. Но Ирина Фарион существование двуязычия в Украине описывает как болгарщина. Ну, что действительно, можно сказать, соответствует той ситуации, которая сложилась. То есть были болгары, их реоккупировала Русь, и вот, значит, руська мова или староукраинский язык начал конкурировать со староболгарским языком. Но, как ни странно, староболгарский язык победил. То есть он стал официальным языком Руси. Парадокс? Ну, пусть будет так. И идею болгарщины, ну, такого уничижительного наименования вот этой ситуации на территории Украины, Ирина Фарион позаимствовала у украинского общественного деятеля Ивана Франко. И вот получается, что староболгарский язык, он же церковнославянский язык, постепенно начал подвергаться влиянию староукраинского языка, языка Руси, ну и в конце концов трансформировался. И тот язык, в который трансформировался староболгарский язык или церковнославянский, он оказался русским языком. Вот тот язык, который мы сейчас называем русским, это превратившийся из церковнославянского, старославянского языка староболгарский язык. То есть современный русский язык можно еще назвать новоболгарским. Об этом говорят и филологи. Академик Дмитрий Лихачев исследовал происхождение русского языка и сделал вывод о том, что русский язык происходит от староболгарского языка. А язык староукраинский или руська мова – это язык Руси. Так вот, если говорить о том, какой из языков украинский или русский с этих позиций является языком оккупанта, то здесь можно дискуссию поставить либо на паузу, либо открыть ее. Если староболгарский язык на территории Киева, Поднепровья, Приазовья, в Крыму, на Дону и Кубани использовался в IX веке, в VII веке, в VIII веке, в IX веке, ну то тогда получается, что болгарский язык – это язык автохтонного населения этой территории, а руська мова или староукраинский язык – это язык реоккупанта. Теперь русский язык – это модифицированный староболгарский язык. Нельзя сказать, что русский язык – это язык врага и язык
какого-то оккупанта. Нет, это язык местного населения, которое проживало на украинской территории еще до Руси. Поэтому нет никаких оснований считать русский язык языком захватчика, языком оккупанта. Нужно сказать, что вот этот язык староболгарский или церковнославянский, он использовался Русью для насильственной христианизации угро-финского населения северных территорий. Москва, Санкт-Петербург, Ростов. Там проживали финно-угорские племена Чуть, Меря и Весь. Вот эти племена в результате насильственной христианизации были подвергнуты геноциду под видом христианизации и утратили свою самоидентификацию. Мало того, они утратили и свой язык, то есть они стали разговаривать на староболгарском или церковнославянском языке. Говорить, что русский язык для Украины язык оккупанта, неправильно. Поэтому вот к той ситуации, которая сложилась в сфере языковых отношений на Украине, нужно относиться спокойнее. Тем более, что в законодательной сфере права русского языка закреплены Конституцией Украины как свободно используемого языка. Свободно используемый статус русского языка означает, что этот язык имеет все основания использоваться во всех сферах украинского социума, в том числе на госслужбе, в системе образования, в сфере обслуживания. Это Конституция. Конституция имеет наивысшую юридическую силу, поэтому если даже закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного противоречит этому, ограничивает сферу использования русского языка на Украине, это значит, что в такой коллизии правовых норм нужно использовать принцип верховенства права. То есть используется юридический акт с наивысшей юридической силой, то есть Конституция. Поэтому, если закон требует ограничить русский язык, а Конституция устанавливает свободно используемый статус русского языка, то на основании Конституции русский язык имеет полное право быть использованным без всяких ограничений во всех сферах украинского общества. Так говорит история, так говорит право. Поэтому вот те последователи Ирины Фарион, которые ратуют за фарианизацию Украины, ратуют за принудительную украинизацию, то есть принуждение к повсеместному использованию только украинского языка, и ратуют за запрет русского языка, они, получается, не учитывают ни принцип верховенства права, ни исторические процессы, которые протекали в Украине. И получается, что последователи Ирины Фарион могут себя идентифицировать, если захотят, как потомки племени Русь, которые говорили, предки которых говорили на староукраинском языке, который
имеет оригинальное название «Руська мова», а русскоговорящие граждане Украины имеют полное основание идентифицировать себя как потомки граждан старой Великой Болгарии, то есть потомки граждан первого христианского государства на территории Украины. Ну, что сказать? Говорит ли это о том, что необходимо враждовать русскоязычным и украиноязычным гражданам Украины? Нет, ничуть. Нужно вместе, совместными усилиями противостоять российскому оккупанту, который пришел на землю Украины, который убивает граждан Украины, который осуществляет геноцид украинцев по национальному признаку. Национальный признак в данном случае – это признак гражданства. Фактически россияне пытаются принудить граждан Украины отказаться от гражданства Украины и принять гражданство России. Вот такое принуждение к отказу от украинского гражданства и принуждение к принятию гражданства России – это фактически геноцид по признаку гражданства или по национальному признаку. Геноцид может быть еще по этническому признаку, но сейчас об этом не будем. Вот такие вот сведения, которые я хотел довести до вас, чтобы вы понимали о том, как лично я отношусь вот к той ситуации, которая на сегодня существует в Украине в сфере языка и которую пытаются притянуть, за уши притянуть к расследованию преступления по убийству Ирины Фарион. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.